Z-пропагандисты не могут жить без американского Ютуба. В США прошли секретные военные учения, а Лукашенко опомнился после мощного урагана в Беларуси. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В США заявляют, что после завершения войны в Украине появится очередная опасность. Россия у границ НАТО с восстановленной армией. Поддержка Украины важна для нашей безопасности, и не стоит питать иллюзий. Русский шаман не может выжить без американского Ютуба. Как кремлевский пропагандист устроил истерику и почему не переходит на отечественный продукт? Мы едины, мы правда и сила. Мы Россия. Нехватка военной помощи и территориальные уступки. Что происходит на фронте и к чему может привести летнее наступление оккупантов? То, что нам будет тяжело, этим летом мы знали еще в конце прошлого года. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Продвижение российских войск сразу по 3 направлениям фиксируют аналитики Американского института изучения войны. По их данным, это происходит на юге Украины, северо-востоке и Донбассе. Мониторинговый канал Deep State также практически ежедневно сообщает о незначительном, но все же продвижении оккупационных войск. В то же время в Генштабе ВСУ говорят, что сейчас на Покровском направлении, которое считают одним из самых горячих на всей линии фронта, россияне снизили свои наступательные действия. В то же время главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что война между РФ и Украиной – это большой урок для всех других стран. Так удается понять стратегию каждой из сторон. Кроме того, по словам Каволи, в современной войне либо быстро побеждаешь, либо начинаешь долгую работу, которая полна непредсказуемых поворотов. Кстати, по мнению генерала, после завершения войны угрозы для США и Европы не исчезнут. Возможен еще один конфликт. Поддержка Украины важна для нашей безопасности, и не стоит питать иллюзий, что после конфликта в Украине, чем бы он ни закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО. Ее возглавят преимущественно те же люди, что и сейчас, которые будут по-прежнему убеждены, что мы противник, к тому же будут очень и очень злы. Так что у нас также назревает серьезная проблема с Россией. О поддержке Украины западными партнерами говорят и украинские военные, правда, не в позитивном ключе. Они заявляют, что территориальные потери напрямую связаны с тем, что помощь Украине недостаточна. Нам не хватает авиации, нам не хватает тяжелой техники, нам не хватает снарядов, нам не хватает систем радиоэлектронной борьбы, нам не хватает систем противовоздушной обороны, нам всего не хватает. То, что нам будет тяжело, этим летом мы знали еще в конце прошлого года. Россияне готовили наступательную операцию, они это не скрывали, они должны были провести выборы, они их провели в марте, 17 марта этого года, и после этого они начали наступательные действия практически с апреля месяца. И они усиливались, количество людей и техники, и они практически вышли на пик. Дальше можно ожидать определенное плато, то есть они будут держаться на таком уровне, я думаю, как минимум до августа месяца, а потом их возможности начнут угасать понемножку, потому что нет армии в мире, которая могла бы вести полгода или 4-5 месяцев наступательных действий без перерыва. В США прошли секретные учения под кодовым названием Resolute Hunter. Отчет о них появился лишь сейчас, хотя учения и испытания состоялись еще в конце июня. В релизе американских военных говорится, что они впервые на практике отрабатывали применение гиперзвукового ракетного вооружения, в частности комплекса Dark Eagle, с ракетой стоимостью $41 миллион в условиях боевых действий. Помимо этого, в тренировках приняли участие еще 3 страны и 4 службы. Однако, что за страны и какие службы участвовали в этом, неизвестно. Издание Defense Express уточняет, что сейчас нет сообщений о том, чтобы в рамках этих учений проводились реальные пуски ракеты гиперзвукового комплекса. Последняя известная попытка армии США провести испытательный пуск с Dark Eagle датирована ноябрем 2023 года. Попытка завершилась неудачно. Сами американцы расценили, что там проблема все же в ракете, которая стоит $41 миллион за единицу, а пусковая установка комплекса отработала на отлично. Из-за чего, скорее всего, и решили, что Dark Eagle можно выводить на обучение и даже давать новые заказы на эту систему.
ЕС и Сербия подписали историческое соглашение о добыче лития и о развитии поставок материалов для аккумуляторов. Западная пресса пишет, что это может стать для страны входным билетом в Евросоюз, собственно, курсом на ЕС и шагом по отдалению от РФ и Китая. Deutsche Welle пишет, что подписание соглашения произошло всего через несколько дней после того, как суд разрешил сербскому правительству одобрить проект по добыче лития. Он был закрыт на 2 года после массовых протестов. На подписании документа в Белграде присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. В то же время издание ДПА пишет, что Шольц рассматривает соглашение с Белградом как шанс уменьшить зависимость Европы от Китая по критически важному сырью. Вучич, который, напомню, не поддерживал санкции против РФ, назвал подписание меморандума о стратегических сырьевых ресурсах с ЕС квантовым скачком для страны. Мы ничего не скрывали, мы работаем прозрачно, и я горжусь этим. Я горжусь проектом. Еще необходимо время для открытия шахты, но ни на одном этапе процесса мы не будем ничего скрывать от наших людей. Сегодня вы видели людей, подписывающих меморандум. Это крем де ла крем экономической индустрии. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Британия не будет помогать Украине поражать цели в России. Заявление министра обороны Великобритании Джона Хилли цитирует The Guardian. В то же время Киев продолжает настаивать на том, чтобы партнеры дали четкое разрешение для использования западного оружия для ударов по военным объектам оккупантов на территории РФ. В Украине считают приоритетными целями российские самолеты и аэродромы. В то же время Шольц уже дал точный ответ на другое обращение Зеленского и не стал поддерживать его предложение к западным союзникам сбивать российские ракеты над Украиной. Авиация должна сбивать 70% воздушных целей и только 30% наземных зенитно-ракетных комплексов. Но имеется в виду все, что не касается баллистических ракет. Тут да, тут специфическая противоракетная оборона. Все другое должны сбивать авиация. Поэтому говорил президент Зеленский о том, что мы готовы, мы даже не то, что даем разрешение, мы просим наших партнеров использовать их авиацию или их систему противовоздушной обороны для того, чтобы уничтожать российские ракеты. Но видите, они не хотят эскалации конфликта, они не хотят, чтобы эскалация конфликта, снова слово конфликт. Они не хотят, чтобы конфликт вышел за пределы Украины, чтобы втянулись другие страны. Вы знаете, как это можно прокомментировать? То есть, тем более, это очень не нравится России. России не нравится даже, что поляки могут сбивать, например, ракеты на своей территории российские, которые случайно залетели. Но если есть желание понравиться России, то про что мы тогда вообще разговариваем? Если вам демократические европейские страны, Соединенные Штаты, какая-то Россия рисует красные линии, и вы боитесь их переступить, то подумайте, кто вы такие, что вы себя представляете. В России к тюремному заключению приговорили очередного западного журналиста. На этот раз корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу дали 16 лет колонии строгого режима по делу о якобы шпионаже, в то время как прокуратура запрашивала 18 лет колонии. Судебное разбирательство прошло крайне быстро. Всего 2 заседания 26 июня и 18 июля прошли в закрытом режиме. ФСБ обвиняла Гершковича в сборе секретных сведений о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод», которое занимается производством и ремонтом военной техники. Напомню, что журналиста задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге, когда он находился в кафе. В ожидании приговора он провел 15 месяцев в московском СИЗО Лефортово. Интересно, но о Гершковиче часто говорил и Песков, и Лавров, и Путин. Последний раз, кстати, в интервью пропагандисту Карлсону. Тогда Путин допустил, что договоренность об освобождении Гершковича может быть достигнута в диалоге с американскими спецслужбами. Журналист Гершкович, напомню, обвинения со стороны путинского режима, конечно же, не признает. Гершкович, вам приговор понятен? У вас есть какие-то вопросы по приговору? Нет. В тюрьмах РФ, напомню, находится еще и журналистка «Радио Свобода», у которой гражданство РФ и США, а также бывший морской пехотинец и гражданин США Пол Уилан, которого тоже осудили по статье о шпионаже. В Беларуси немецкого врача приговорили к смертной казни. Об этом пишет правозащитный центр «Весна» со ссылкой на один из белорусских телеграм-каналов.
Итак, речь идет о гражданине Германии, которого обвиняли сразу по 6 статьям Уголовного кодекса. Например, по статье о наемничестве, агентурной деятельности и даже акте терроризма. Правозащитники сейчас ищут подтверждение информации о том, что немцу грозит расстрел. На сайте «Весны» говорится, что Рико Кригер ранее был офицером по специальной безопасности американского МИД в Берлине, а спустя некоторое время оставил службу и стал медбратом. Правозащитникам неизвестна суть обвинения. Официальные ведомства ничего не сообщали о задержании по такому делу, как и о его результатах. Дело рассматривал Олег Лапека. По делу с 6 июня состоялось 12 заседаний. Приговор был вынесен 24 июня. На данный момент неизвестно, был ли приговор обжалован и вступил ли он в силу. Российские пропагандисты, Z-блогеры и Z-певцы не могут без американского Ютуба. Да настолько, что готовы штурмом брать посольство США в Москве. Отказаться от видеохостинга не могут, а на Рутюб или же недавно созданную платформу переходить почему-то не спешат. Одни из самых недовольных – Газманов и Шаман. Те накануне кричали больше всех, что теряют аудиторию. Хотя как можно потерять то, чего нет? Телеграм-канал ВЧК ОГПУ в пятницу 19 июля сообщал, что специальный концерт-митинг у посольства США в Москве – сценарий Кремля с тщательно подобранными людьми, плакатами и лозунгами. С российским триколором в руках Шаман решил угрожать Америке за то, что мир не услышит его песен. Я готов им на это ответить. Они хотят стереть, отменить, удалить мои песни, песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить, у них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы единые, мы правда и сила, мы Россия. Лукашенко практически спустя неделю после мощнейшего урагана, который пронесся по стране, опомнился и заговорил о нем. Перед камерами внезапно устроил нагоняй. Начнем с пренеприятнейшего вопроса и для руководителей вертикали власти, и для страны в целом. Я имею в виду тот ураган, который пронесся над страной за последние полвека, а может быть и 100 лет. Очевидцы говорят, что такого в стране не было. Но тем не менее, у нас все структуры для того, чтобы реагировать на подобные случаи, есть. Вот первым вопросом и кратко посмотрим, доложат специалисты, как выполнено мое поручение по преодолению последствий этого урагана. А с последствиями, я напомню, до сих пор справиться не могут. Например, на полное восстановление электросетей лишь в Гомельской области необходимо не менее месяца. Такой прогноз озвучили энергетики на заседании штаба по ликвидации последствий стихии. Самопровозглашенный считает, что люди должны быть спокойны. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами абсолютно каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны этим людям за поддержку. И если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.